Итак, друзья, всем привет! Вы на канале Ленивый инвестор. Меня зовут Олег Артемьев. Я работаю в Криптовалюте. Где вы работаете? В криптовалюте. Итак, сегодня в выпуске мы поговорим, почему одни аналитики прогнозируют рост до 110 тысяч долларов в ближайшей неделе, а другие в то же время пугают нас очередным обвалом. И самое главное, как именно тебе правильно использовать инсайдерские сигналы крупных игроков, чтобы в итоге заработать десятки или даже сотни процентов прибыли. Прожми авансом лайк, напиши комментарий, обязательно выскажи свое мнение. Даже токсичное мнение важно, это все влияет на продвижение данного ролика. Ребятки, если вам нравится, что я делаю, жду от вас реакции. Ну, начнем мы, конечно, с нашего любимого сайта CoinMarketCap. И что мы видим? Мы видим, что рынки растут. Неделя открывается очень позитивно. И давайте посмотрим на индекс страха и жадности. И что мы видим? Мы видим, что он уже уходит из красной зоны. А ведь всего лишь неделю назад он был в зоне экстремального страха. И тогда я вам что говорил? А говорил я вам, ребятки, надо покупать. Потому что когда индекс страха и жадности находится в экстремально красной зоне, то это говорит о том, что происходит капитуляция, слабые руки скидывают все свои активы. Даже приводил в статистику, что большинство пользователей, у которых балансы менее одного биткоина, продают в минус свои позиции. И вуаля, все снова отрастает. Куда это нас приведет, мы пока еще не знаем, но я предполагаю, лично это моя чуйка, мои мироощущения. Я думаю, что мы вернемся к 100 тысячам долларов совершенно спокойно, совершенно легко. Немножко походили вверх-вниз, побрили лонгистов, побрили шортистов, там огромные ликвидации были в течение последних пару месяцев. Но мы в любом случае находимся в восходящем тренде, зеленый свет для крипты. Трамп постоянно издает какие-то новые указы, и все у нас глобально как бы хорошо. Но я думаю, что многие заметили, что Трамп часто делает резкие заявления, и рынки из-за этого валятся. Что говорить, последние тоже там 2-3 недели мы только говорим про пошлины, про торговые войны, и, конечно, при этом вся крипта летит на дно. При этом стоит сказать, что текущие уровни многие аналитики воспринимают как локальное дно коррекции. Например, Артур Хейс, чьи прогнозы достаточно часто близки к реальности, ожидает восстановления биткоина до 110 тысяч долларов, а не падения в район ниже 80, как это нам обещают многие инфлюенсеры. Стоит также отметить, что некоторые альткоины восстанавливаются лучше биткоина. Капитализация топ-100 монет за последнюю неделю показывает уверенный рост. Если более детально говорить про биткоин и его ценовые уровни, то по биткоину важно пробить отметку и закрепиться выше 93 тысяч долларов. Тогда можно будет говорить о полноценной смене локального тренда. Надеюсь, мы это увидим уже в ближайшие дни, может быть недели. Я писал в своем телеграм-канале свое мнение по биткоину. Обязательно подпишись, кстати, на телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех самых последних новостей мира криптовалюты. Ведь с нами уже более 130 тысяч живых подписчиков. Я никогда не закупал рекламу и не рекламировался ни в каких гивах, поэтому это все настоящая живая аудитория. А вы, кстати, можете меня поздравить, у меня на ютубе на прошлой неделе пробита отметка в 500 миллионов просмотров. Просто представьте себе, 500 миллионов просмотров. Да, это короткие ролики, все понятно, но тем не менее, 500, сука, миллионов, блядь, просмотров. Если бы за каждый просмотр мне бы хотя бы по рублю заплатили, ой, было бы счастье. Слушай, а ловко ты это придумал. Но вы можете поддержать меня просто лайком, либо комментарием к этому видео. Хоть ситуация на рынке напугала многих инвесторов, но крупные игроки продолжают закупаться. И нашего амбассадора биткоина Майкла Селлера вообще ничем не испугать. Он планирует привлечь 500 миллионов долларов на покупку новых порций биткоина в свой резерв. Я почему-то убежден, что Майкл Сейлор знает то, чего не знаем мы. У него на его уровне, извините за каламбур, есть какие-то инсайды или инсайдеры, которые дают ему совершенно точное понимание, что биток будет стоить и 200, и 300 тысяч долларов. Просто вопрос времени. Ну, или нет, в конце концов, или нас просто хотят обмануть. Ядрёна мать. Что касается других китов, то ончейн активность показывает, что за последние дни они купили 172 тысячи биткоинов. Это довольно-таки внушительная сумма. То есть о чем все это? Это говорит о том, что в моменты, когда рынок льется, в моменты, когда слабые руки сбрасывают свои активы, крупные кошельки, крупные инвесторы как раз таки закупают
монету. Это именно то, что я говорил вам во всех своих предыдущих роликах. Когда страшно, надо взять яйца в кулак и покупать, и усреднять. Да ты что, охуел, блядь, сука? Насчет усреднять, конечно, шутка, но покупать нужно действительно, это правда. По притокам ETF, я напомню, что это тоже некий индикатор настроения рынка, все более-менее адекватно. На этой неделе были притоки, чуть меньше миллиарда долларов, 744 миллиона. Я считаю, что это неплохой триггер для рынка крипты и для биткоина в частности. Эфир, дорогой мой эфир, моя любимая монета, которую я держу в своем портфеле, наконец-то вернулся к отметкам выше 2000 долларов, сейчас торгуется в районе 200. 2100 в смысле, да, и удивительно, что мы в 2025 году радуемся тому, что эфир стоит больше 2000 долларов. Я покупал его еще в прошлом году по 2200, 2300, 2400, 2500 и был счастлив, когда он у нас стоил 4100 долларов. И сейчас он сложился в 2 раза. Ребятки, я думаю, что по эфиру нас ждет большой апсайд, больше, чем по биткоину даже. Вопрос времени. Нужно просто дождаться, когда ETH примут на общемировом уровне, когда Виталик подружится с американскими властями и сделает какую-нибудь коллабу и сфоткается с Трампом. Виталик, как вы знаете, немножко странный товарищ. Безусловно, талантливый, но вот ему нужно как-то с Трампом подружиться, с американскими регуляторами, чтобы все-таки эфир тоже пушили и делали на нем какие-то американские серьезные проекты, потому что пока там с Трампом трется основатель XRP, также Илон Маск со своими монетами непонятными, доги, шмоги и так далее. Поэтому, Виталик, давай, мы в тебя верим, нам нужен эфир на ТХ там, по 6-8 тысяч долларов. Сколько? С эфиром такая же ситуация, крупные кошельки выкупали его на просадке и купили его более чем 470 тысяч эфиров, что составляет почти 1 миллиард долларов. Что еще раз доказывает теорию о том, что на сильных падениях нужно покупать. Напишите в комментариях, откупали ли вы эту просадку, которая была у нас в течение последнего месяца, или что вы вообще делали. Может быть, вы торгуете, и вам наоборот в кайф, что все падает, вы стояли в шортах, или потеряли деньги, или вас ликвиднуло. Пишите, будет интересно подискутировать на эту тему. Кстати, стоит сказать о том, что на биржах заканчивается доступный эфир, то есть свободные монеты, реально заканчиваются. Предложение эфира упало до минимальных значений аж за 10 лет. Но простыми словами, никто не заводит эфир на биржу как актив для продаж. Наоборот, все закупаются и выводят эти монеты на холодные или горячие кошельки. Подобное часто заканчивается тем, что происходит сильный дефицит и любые крупные покупки существенно толкают цену вверх. Осталось дождаться позитива и новостей, чтобы цена начала расти в хорошем темпе. Что касается тон, то все вы знаете, что наконец-то отпустили Павла Дурова. Цена отреагировала легким всплеском на 5-7%. Но сейчас она уже выросла чуть больше. Но справедливости ради стоит сказать, что весь рынок подрос, поэтому тон тоже подрос. Но у тона есть прикольная новость. Команда блокчейна заявила, что крупные фонды, включая Sequoia Capital, а это на секундочку очень крутой венчурный фонд, который инвестировал в PayPal, в Amazon, по-моему, и в Apple, еще там в 80-х, 90-х годах. Так вот, эти фонды скупили тона на 400 миллионов долларов. Достаточно внушительная ставка. Не каждый может похвастаться таким интересом со стороны институционалов, поэтому кто знает, может быть, тон реально ждет какое-то будущее. Пока тон, честно говоря, это всратый блокчейн, на котором запускались только таблки. В 2004 году всех настигнет хомяк. Как ненормальные все будут клацать в телефон и думать, что станут миллионерами глупые наивные люди. За, коллеги, за, и вот только нажимают на кнопки. И все впустую, а денег нету. И ничего полезного, если честно, до сих пор ребята не сделали. Сделайте уже что-нибудь полезное. Но по другим альткоинам, честно говоря, пока ничего интересного нет. Все двигаются вслед за биткоином и какой-то силы не проявляют. У себя в канале я, кстати, подсвечивал консервативную идею по покупке Chainlink. Можете посмотреть вот этот пост. Многие вообще не следят за этим проектом, хотя это основной оракул в крипте, без которого многие проекты попросту не могли бы запуститься, не могли бы работать. А вот сейчас цена Chainlink составляет в районе 15 баксов, поэтому мне кажется, что он довольно-таки неплохо выглядит. Рассмотрите себе к покупке этот актив. Я думаю, что не пожалеете.
А если вы торгуете, то торгуйте на бирже Bybit, как это делаю я. Биржа Bybit надежный партнер для меня уже является на протяжении нескольких лет. По моей реферальной ссылке вы получаете доступ в наше бесплатное торговое сообщество, где я и моя команда делимся своей аналитикой по сделкам. Также вы получаете доступ к нашей базе знаний, доступ к нашему копитрейдингу и к нашим созвонам, где мы с командой общаемся со своими подписчиками, где вы можете задать любой интересующий ваш вопрос. Также вы получаете доступ к нашей алгоритмической системе торговли, которая доступна на бирже Bybit. И мы видим статистику, открытая статистика на бирже, что стратегии прибыльные. За последние 30 дней заработано 21% к депозиту, за последние 90 дней заработано 32%, что является неплохим результатом, особенно на таком сложном и падающем рынке, как вот мы видим последние пару месяцев. Поэтому, ребятки, регистрируйтесь на Bybit и подключайтесь на наш копитрейдинг. Это пассивный способ заработка, когда деньги находятся на вашем счете, исключительно на вашем счете, вы можете их вывести в любой момент. Вы платите комиссию с прибыльных сделок. Что касается макроэкономических данных, то на ближайшем горизонте нет каких-либо важных событий, которые могут обвалить рынок. Ждем следующих данных по инфляции. Но, на мой взгляд, они снова выйдут положительными, потому что цена на нефть, а именно она влияет на разгон инфляции, не растет. Она даже снижается. В некоторых моментах она падала до $67, что является самым низким показателем за последнее время. Не секрет, что цена на нефть – это основная статья расходов во многих продуктах и товарах, поэтому динамика цены на нефть напрямую влияет на инфляцию. Также из интересного, Арабские Эмираты объявили о 10-летней программе инвестиций в экономику США на сумму, внимание, $1,4 триллиона. Триллиона долларов. Интересно получается, все ждут, когда госдолг США приведет к обвалу доллара и падению экономики штатов, но при этом арабский мир анонсирует такие крупные инвестиции. К чему бы это? Интересно. Так может у США все довольно-таки неплохо с экономикой, там нет каких-то серьезных проблем? Поделитесь своим мнением в комментариях. А то нам еще во времена СССР говорили, что Америке кирдык и скоро ваш доллар нигде не будет приниматься. Также позитивные новости идут из Китая. СМИ Компартии Китая опубликовали статью, в которой высказались о крипте. Они разделили цифровые активы на биткоин, стейблкоин и CBDC, назвали децентрализацию и ограниченную эмиссию биткоина его плюсами, но отметили, что из-за волатильности он не может быть валютой. Указали, что стейблкоины могут влиять на мировую финансовую систему и усиливать доминирование доллара. Напомню, что давно ходят слухи о том, что в 2025 году будет снят запрет крипты в Китае. Ой, что будет? Представьте, что будет, если Китай официально выскажется о том, что они не запрещают более крипту. И я думаю, что раз идут такие разговоры, то данная новость могла просто бы взорвать рынок в прямом смысле этого слова. Поэтому верим в лучшее, Си, не подведи. Ебать ты шо, дружочек? Попутал тебе въебать? Давайте поговорим про тестнет и ретродропы, про те активности, которые позволяют вам зарабатывать с небольшими вложениями. И пока рынок бреет лонгистов, шортистов и лудоманов с 50-м плечом, мы продолжаем заниматься именно данными активностями. Лично я жду в ближайшее время дропы сразу от 4 проектов, которые мы отрабатывали в последние месяцы. Это Tone, Eclipse, Zora и Hyperlane. Я, кстати, делал пост про каждый из них в своем телеграм-канале, поэтому обязательно подпишись, чтобы не потерять важную и актуальную информацию. Несмотря на то, что люди хотят в крипте очень быстро разбогатеть, правильные криптоны крутят тестнеты и ретродропы, потому что это позволяет практически без вложений, либо вообще бесплатно делать активности, за которые проекты потом вас вознаграждают токенами, которые вы можете продать совершенно спокойно в рынок. И тому подтверждение большое, огромное, я бы сказал, количество кейсов, которые есть у нас. Ну, на прошлой неделе я вам показывал, как наш один подписчик, ученик, заработал $3000 просто на тестнетах, где не нужно было ничего вкладывать. Ничего. Просто Нихуя. Сейчас у нас в работе новая пачка проектов, поэтому все, кому это интересно, приглашаю в наше сообщество. Ребятки, не тупите, заходите, крутите дропы вместе с нами. Посмотрите вот этот пост обязательно. Я делал подборку GameFi проектов, где можно просто играть и зарабатывать криптовалюту. Если у вас есть дети, это тоже очень актуально. Вместо того, чтобы они сидели, играли в какие-то игры непонятные, лучше пусть они с помощью игр в блокчейне зарабатывают хоть какие-то монетки. Пусть учатся реально баблишко делать. Бабки, бабки, сука, бабки!
Вот такие новости были за эту неделю, ребятки. Пишите, что думаете. Всех обнял. До новых встреч.